В своем инстаграме я стараюсь как можно чаще отвечать на вопросы об искусстве и анимации. Я знаю, что вы, смотрящие мой контент, являетесь молодыми начинающими художниками или хотите начать заниматься анимацией, но не знаете, с чего начать. И хотя мой инстаграм-директ всегда открыт, там мне задают один и тот же вопрос, на который я могу отвечать снова и снова. И хотя это видео не будет прямым ответом на конкретный вопрос, я расскажу вам о своем путешествии в цифровое искусство и о том, как я стал аниматором. Я надеюсь, это станет своего рода планом для тех, кто хочет пойти по тем же стопам, что и я. Wacom сыграл для меня большую роль в моем творческом пути, как вы скоро узнаете. Так с чего же все началось для меня? Ну, во-первых, давайте немного расставим сцену, в которой я вырос. Посткоммунистическая Румыния. Разделяю комнату с моим братом, который был на год старше меня. Я имею в виду, что он до сих пор старше меня, просто мы больше не делим комнату. Слава богу, но очень долго мы были втиснуты в это крошечное пространство. Мы были воспитаны матерью-одиночкой и нашими дедушкой и бабушкой, которые тоже жили в одной комнате. Мой дедушка спал на диване, а моя мама и бабушка спали на полу. Я говорю вам это потому, что знаю, что в подобных ситуациях есть много детей, которые даже и не мечтают стать материально независимыми художниками, потому что они даже не знают, что это возможно. Мы были чертовски бедны, никто не давал мне никаких советов. Я даже не знал, что хочу стать аниматором. Я весь день рисовал комиксы, потому что был очень стеснительным. Надо мной издевались в школе. Для меня рисование не было хобби, это был побег. У нас есть этот старый компьютер, из-за которого мы с братом всегда ссорились, и я помню, как однажды сидел за компьютером. В 2006-м я узнал об этом сайте под названием Deviant Art. Это был форум художников всех возрастов и уровней квалификации, где люди делились своим искусством, ну а также советами и всеми видами полезной информации. Именно здесь я узнал о цифровом искусстве и влюбился в него. Мне было 14, и моей новой целью было стать цифровым художником по комиксам. Я узнал о фотошопе и планшетах для рисования, и все рекомендовали и восхищались Wacom. Итак, когда я был бедным, 14-летним, я начал выполнять поручения для детей в своей школе. Я ходил покупать им обеды, а они давали мне долю своих денег. И я копил каждую копейку, пока у меня не было ровно столько, чтобы купить свой первый планшет от Wacom. Это была старая подержанная модель, в которой я купил за полцены. В то время она стоила 200 румынских лей, $60 США. И он легко мог оказаться мошенником, но это был единственный способ, чтобы я мог позволить себе планшет для рисования. Я ждал и считал дни, пока он не пришел по почте, и как только я получил его в руки, я использовал его каждый божий день. Но вот что важно понять художнику. Вам нужно расти в двух отдельных направлениях. Вы, конечно, должны развивать свои навыки рисования, но в равной степени, если даже не больше, вы должны расширить ваши бизнес-знания, понять, как работает отрасль, научиться использовать платформы социальных сетей в ваших интересах, чтобы коммуницировать и учиться у людей, которые более опытны, чем вы. Я думаю, большая ошибка, которую делают многие новички, когда сосредотачиваются только на техническом чертеже, без обращения на деловую сторону вещей. Если вы хотите зарабатывать на жизнь как художник или аниматор, вам необходимо развивать оба этих навыка одновременно. И как-то в 14 лет я интуитивно это понял и начал искать работу, как только получил планшет. Не имело значения, что я недостаточно хорош, я добровольно участвовал в создании комиксов других людей, а также участвовал в конкурсах по рисованию. Я делал бесплатные рисунки на заказ. Я притворялся, что я более опытен, чем был на самом деле, ведь это давало огромную мотивацию учиться и становиться лучше в самом процессе. Я работал бесплатно над множеством инди-проектов, и только в 2009 году я заработал свои первые $5 за этот рисунок. В то время у меня не было возможности получать деньги онлайн. Честно говоря, парень отправил мне $5 купюру в Румынию в конверте. Я думаю, он мог заплатить больше за пересылку, чем стоимость $5 купюры внутри конверта. Конечно, в настоящее время получать деньги намного проще, ведь у вас есть PayPal, Кофе, Patreon, и людям не нужно отправлять вам платеж по почте. Но я рад, что это произошло, потому что по сей день моя первая $5 купюра все еще у меня. Я стал получать все больше и больше работ за деньги. У меня никогда не было ничего особенного, но я делал то, что мне нравилось. И несколько долларов, которые я зарабатывал, мотивировали меня продолжать путь. В 2011, когда мне было 19, я поехал в Данию, чтобы изучить веб-дизайн. Моя мама подтолкнула меня в этом направлении, потому что якобы за веб-дизайн много платят. И это примерно в той же области, что я делал сам, но если бы я знал тогда, что я знаю сейчас, я бы никогда не пошел в колледж. Это так сильно замедлило меня и отняло драгоценное время, которое я мог бы потратить на развитие моего пути, по которому я уже шел. Спойлер, я бросил колледж. Во всяком случае, это очень распространенное заблуждение. Я получаю этот вопрос, наверное, каждый день. Вы ходили в школу анимации или художественную школу, чтобы изучать искусство? И меня это раздражает, потому что ты не изучаешь искусство, ты создаешь его. Занимаясь искусством, поступая в колледж, вы вынуждены использовать чужую структуру обучения и временные рамки, и это обычно намного медленнее и не соответствует вашим личным потребностям в обучении. Если вы достаточно амбициозны, ты смотришь уроки, выходя на форумы, связываясь с другими художниками того же уровня, что и вы. И вы собираетесь развиваться намного быстрее и эффективнее, если у тебя есть амбиция.
Я намеренно исключил анимационную часть из этого видео, потому что важно понимать, что я не собирался никогда стать аниматором. Я экспериментировал с анимацией в средней школе. Например, в 2007 на всех моих блокнотах были маленькие анимированные стикманы. Я делал полноценные анимационные короткометражки на DeviantArt. Но это всегда было второстепенным по отношению к моей цели стать художником комиксов, что со временем исчезло. Одна из причин того, что я был дальтоником. Упс. Когда я начал свой YouTube-канал в 2013 году, я делал много фанартов для популярных каналов и спид-арта на YouTube. Я стеснялся записывать свой голос для роликов, так что наличие большого канала на YouTube с целевой аудиторией для меня было чуждым на тот момент. Мне было удобнее рассказывать истории других людей, поэтому я начал экспериментировать с фанатской анимацией, беря видео с популярных каналов и анимируя их, в частности, на одном канале, который мне очень понравился. В то это время был SourceFed. Канал умер. И после 3 или 4 фанатских анимаций, которые я для них сделал, Филипп де Франко обратился ко мне. «Эй, я вижу, что ты здесь делаешь. Хотели бы вы делать эти еженедельные анимации на канале SourceFed?» Да. Он передал меня продюсерам SourceFed, и в течение 2 следующих лет я сделал 200 анимаций для них. И я многому научился в процессе. Я разработал свой стиль, мое визуальное чувство юмора. Я узнал, чего хочет публика, и как использовать то, что они мне дают. Я тогда поработал в Smosh около года. Я делал некоторую внештатную анимацию для других компаний, то тут, то там, но в конце концов мне расхотелось анимировать чужие истории. Я благодарен за возможность поработать со всеми этими людьми. Они косвенно научили меня многому из того, что я знаю сейчас. Но для меня не было никакого удовлетворения продолжать это делать в долгосрочной перспективе. Я устал от этого. Теперь печально известная ситуация, когда мне пришлось отказаться от работы с Кайли Дженнер. Я хотел рассказать свои истории, я хотел рассказать свои мысли. Так что, когда видео Кайли Дженнер начало набирать обороты, это было что-то вроде моей эволюции покемонов. Я бросил все, что я делал, перестал работать на других людей, и я выкладываю все свои силы в свой канал. На этом моя история закончилась. Вот ключевые моменты, которые я рекомендую вынести из этого видео. Во-первых, не ждите, что кто-то другой даст вам все решения на серебряном блюде. Не пишите мне или другим случайным людям, ожидая, что мы дадим вам волшебное решение, которое сделает вас великим в одночасье. Как бы грубо это ни звучало, у опытного аниматора нет времени отвечать на каждое сообщение. Вместо этого займитесь искусством, используйте сообщества и форумы, где много людей таких же, как вы, желающих помогать друг другу. Номер 2. Когда вы только начинаете, не нужно быть экспертом, чтобы найти работу волонтера в небольшом масштабе. Различные инди-проекты, коммерция, связывающие вас с другими художниками, постепенно увеличивают ваше присутствие в интернете. Это может оказаться противоречным на то, что я сказал в видео о Кайли Дженнер, где я советую людям ставить цену на свое время. Но это баланс, только вы должны решить, когда работать бесплатно, а когда пора платить за время. И, к сожалению, однозначного ответа на этот вопрос нету. Это урок, который вам придется усвоить на собственном опыте. Номер 3. Забудьте о том, что нужно ходить в художественную школу, особенно если вы живете в стране, где оплата за обучение придет вас в долги. И номер 4. Понимать, что цифровое искусство и анимация — это карьера, которую вы собираетесь делать на всю оставшуюся жизнь. Не сравнивайте себя с людьми с миллионами подписчиков. Свой первый планшет Wacom я получил в 14 лет. Мне скоро исполнится 27 в следующем месяце. Мне потребовалось 13 лет, чтобы добраться до того момента, когда вы видите меня сейчас. И я далеко не там, где я буду через 5 или 10 лет. Вы находитесь в постоянном учебном путешествии, и вы никогда не станете идеальным. Вы никогда не узнаете всего, что нужно знать. Вы только можете стремиться быть лучше, чем были в прошлом году и в этом году. Опять же, это не идеальный план, это не идеальное решение, это мой опыт, и я надеюсь, что вы извлечете из этого видео что-то такое, что вдохновит вас и отправит вас в собственное путешествие. Даже если, скорее всего, для вас это будет сильно отличаться от моих шагов, которые мне пришлось пройти. Не бойтесь, ведь у каждого свой путь.